I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Она абсолютно не боялась быть пойманной, никогда не пряталась, подходя к своим жертвам на улице на глазах десятков людей. В краткий период с 1 марта по 20 апреля 2002 она совершила 2 убийства и 3 доказанных покушения в Москве, орудуя кухонным ножом. Журналисты окрестили ее «зюзинской маньячкой» по названию района, где она жила, и оставляла за собой кровавый след. Встречая на улице 24-летнюю преподавательницу физкультуры, невозможно было представить, что высокая, симпатичная девушка – жестокая охотница, убивающая пожилых мужчин. Раннее взросление. Мария Александровна Петрова родилась в Москве 15 мая 1978 года. Казалось бы, для счастья у нее было все. Заботливая семья, в которой отец работал тренером по плаванию, а мать занималась 2 детьми, да и сама Маша развивалась с опережением графика. Рано стала ходить и говорить. С 6 лет девочку отдали на плавание, где у нее сразу все стало получаться. В школе училась на 4 и 5. По мере взросления отношения с родителями накалялись, мать становилась все строже, а отец предпочитал устраняться от семейных конфликтов. В результате в старших классах успеваемость Марии скатилась до плохих отметок. Она ополчилась против семьи, где ее упрекали в том, что девушка ругается матом, носит короткие юбки и яркий макияж, ходит на дискотеки и порой не ночует дома. Казалось бы, трудный подростковый возраст, с кем не бывает, но когда дочь взяла с собой нож на очередную вечеринку, дома заволновались всерьез. В 19 лет, по утверждению Марии, ее кто-то изнасиловал. Случившуюся после этого беременность девушка долго скрывала, пока не родила мертвого ребенка. Эта трагедия сделала ее еще агрессивнее. Маша могла ударить маму, подраться с братом. Позже она даже подаст на него в суд, обвинив в систематических избиениях. Однажды, в ответ на отказ дать ей денег, попыталась задушить собственную мать. Тогда-то родители впервые и вызвали Маше скорую. Врачи отделения, лечившие ее, говорили, что пациентка была очень высокомерной, с презрением смотрела на других больных. Она во всем винила родителей и брата, вспоминают медики. Целыми днями только и делала, что занималась своей внешностью и очень хотела произвести на всех медиков хорошее впечатление. Запомнилось, что она была слишком ярко, вычурно одета и вся такая манерная. Забирала ее при выписке мама. Нам показалось, что состояние ее стабилизировалось, опасности она ни для кого больше не представляет. Маша устроилась работать уборщицей. В семье Петровых ненадолго наступило затишье. Но уже через 2 месяца мама вновь обратилась за помощью к психиатру. Дочь стала разговаривать сама с собой и браниться как сапожник. Написала объявление в газету с предложением интимных услуг. Дальше больше. Мария начала выбрасывать еду с балкона, считая, что родители ее травят. В один из дней девушка пошла гулять с собакой, а вернулась без нее. Когда мать спросила про пса, дочь ударила ее по лицу. Собака вскоре вернулась сама. Она была вся исполосована ножом. Ветеринары насчитали 18 ранений. Выжило животное каким-то чудом. Марию вновь госпитализируют. При этом она оказывает яростное сопротивление. По воспоминаниям санитаров, раскидывала их как детей. Но в конце концов девушку скрутили и поместили в стационар. В материалах следствия позже появится запись. В больнице не отрицала, что порезала собаку. Говорила, что хотела ее убить, потому что та предала, не защитила от нападения брата. Психически нездоровой себя не считала, утверждала, что мать специально держит ее в больнице и платит за это большие деньги. С ненавистью говорила о матери и тут же сообщала, что родители не выбирают, надо терпеть. Через 2 месяца ее выпишут из больницы с формулировкой «значительные улучшения». Мария принимает препараты, ходит в психоневрологический диспансер, где стоит на учете, становится образцовой дочерью и даже устраивается на работу учителем физкультуры в Московский электротехнологический техникум. Сложно сказать, как с таким диагнозом ее взяли преподавать. Возможно, о нем не знали. С понедельника по пятницу начинающий педагог занималась со студентами, а также вела секцию по гиревому спорту.
В техникуме ее считали добросовестным, дисциплинированным и трудолюбивым преподавателем. Так прошел год, в течение которого был один тревожный сигнал, на который никто не обратил внимания. Однажды, поругавшись с пассажиром автобуса, Мария уколола того канцелярским ножом. В тот раз все обошлось извинениями. А уже через год спортсменка начала убивать. Петрова выходит на охоту. Каждый вечер девушка шла на пробежку. Казалось бы, ничего плохого, если не знать о том, что бегунья всегда брала с собой нож. Первая доказанная жертва Петровой – ее ровесник. По словам убийцы, 1 марта 2002 года пьяный 24-летний парень начал к ней приставать, и она ударила его ножом. Из протокола допроса: «Я ударила его по шее, у него полилась кровь, он упал на скамейку. Я его, по-моему, еще ногой ударила по лицу уже после этого. Я была как-то в шоке». Засунула нож обратно в рукав и по подземному переходу побежала на другую сторону улицы. Парень скончался на месте от кровопотери. Судя по всему, его убийство было случайным, но, видимо, оно дало толчок к дальнейшим нападениям. В голове маньячки созревает болезненная идея. После того, как я убила молодого человека таким образом, я поняла, что смогу отомстить учителю, который ко мне приставал, тем, что ударю ножом какого-нибудь пожилого мужчину. Я проработала в техникуме год в паре с одним пожилым преподавателем физкультуры. В какой-то момент его приставания и намеки меня опротивили, и я, чтобы не конфликтовать ни с кем на работе, решила выплеснуть накопившиеся отрицательные эмоции и как-то вечером на пробежку взяла с собой кухонный нож с целью полоснуть им по лицу или шее какому-нибудь пожилому мужчине, похожему на физрука, и, пробегая мимо одинокого пожилого мужчины, полоснула ему этим ножом. Так обосновала свои преступления во время следственных действий Петрова. Ко мне приставал этот пожилой человек, у меня как бы появилось желание не на работе, а после работы вот какому-нибудь пожилому причинить неприятность. Вот. И вот здесь, проходя мимо, тоже с ножом, я полоснула по шее пожилому мужчине. Неизвестно, были ли на самом деле домогательства учителя или Мария их выдумала, но уже 27 марта она ударила по шее ножом прогуливавшегося 60-летнего пенсионера. Прохожие подбежали к раненому и вызвали скорую, но мужчина врачей не дождался, умер от кровопотери. «У нашей семьи вообще не было врагов, не знаю, кто мог бы совершить это убийство», — говорил следователю сын погибшего. Когда ему показали фоторобот девушки, он не мог поверить, что это совершила столь юная особа. 18 апреля физкультурница при свидетелях напала на подвыпившего пожилого мужчину. Один из очевидцев рассказал следствию, что увидел, как мужчина упал, а девушка ударила его рукой по лицу и убежала. Через 2 дня Петрова совершает 2 новых покушения. Как потом расскажет первый выживший, к нему подошла незнакомая девушка и нанесла удар чем-то острым в область шеи. Он обнаружил кровь и попросил прохожих вызвать скорую. В ходе следствия этот человек опознает преступницу. По словам второго потерпевшего, идя по улице, он почувствовал сильную боль в области шеи. Оглянувшись, увидел девушку с ножом. Она стала пятиться назад, а мне стало плохо, позднее рассказывал он. Я выбирала одиноких мужчин. Первое убийство молодого парня на остановке поставило в тупик правоохранительные органы. Игорь Каморников, убитый 2 ударами ножом в шею и брюшную полость, умер практически сразу от повреждения сонной артерии. Все документы и деньги на месте. Нетипично. Тело пенсионера, 60-летнего Николая Жабина, находят через месяц на улице Севашской. Почерк убийцы в обоих случаях одинаков. Кровь Жабина на правом кроссовке Марии, согласно экспертизе, поможет следствию раскрыть убийцу. Свое второе преступление на Севашской улице Мария Петрова совершает не из чувства мести или желания наживы, а словно выполняет важную внутреннюю установку. Присутствие свидетелей ее как будто бы не смущает. Именно многочисленные очевидцы позже и дадут против нее показания на суде. Кровавый, контактный способ убийства не характерен для женщин. Бывает, конечно, всякое, но обычно в состоянии аффекта. Здесь же она убивала абсолютно хладнокровно, рассказывал позже следователь. После 2 убийств началась короткая череда покушений. По неясной причине Петрова она наносит удар, но не добивает жертву, как будто кто-то не дает ей завершить начатое. В деле зюзинской маньячки 2 убийства и 4 покушения. Из-за отсутствия доказательств за последнее из покушений Петрову не судили. Эпизод с пострадавшим по фамилии Киселев исключили из дела на основании того, что потерпевший не видел, кто причинил ему телесные повреждения. Провал и поимка.
Весной 2002 года по всей Москве был развешан фоторобот, составленный по описаниям выживших и свидетелей. Высокая, симпатичная девушка в спортивном костюме, кроссовках и с большим кухонным ножом. Все ее нападения совершались в районе Зюзина, а все жертвы были мужчинами, и все, кроме одного, пожилыми. Следствие пришло к выводу, что даже внешностью они напоминали друг друга. На вид около 60 лет, одеты в темную одежду, кепки. Явный признак того, что орудует маньяк. На след преступницы вышли случайно. Молодой сотрудник правоохранительных органов, недавно окончивший школу милиции, наклонился, чтобы поднять упавшую сигарету. Неожиданно боковым зрением он заметил кровавое пятно на кроссовке, проходящей мимо девушки. Помощник оперуполномоченного решил проследить за странной особой и дошел прямо до ее квартиры. Случайность и бдительность молодого милиционера помогли остановить серию нелепых убийств. Поймали, когда отмывала нож от крови. Арест был произведен в ночь на 23 апреля 2002 года. Петрова во всем призналась, а у нее дома при обыске нашли тот самый кухонный нож. Маша очень просила отправить ее в колонию, а не в клинику. По словам следователя, девушка понимала, что лишение свободы – это на определенный срок, а принудительное лечение может продолжаться неограниченное количество времени. В центре имени Сербского провели психиатрическое освидетельствование обвиняемой. Судебное определение было следующим. Петрова М.А. страдает хроническим психическим расстройством в формате шизотипического расстройства, в связи с чем она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Девушку направили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. Именно туда, куда она так сильно не хотела. Следствие длилось около года, восстанавливая поминутно картины всех преступлений, а медиков больше интересовало, как произошло, что Маша стала серийной убийцей. Это была довольно сложная экспертиза, рассказывал один из врачей. Петрова говорила, что историю с приставаниями пожилого преподавателя выдумала. Она то признавала вину, то категорически отрицала. В итоге врачебная комиссия единогласно пришла к выводу о невменяемости. Сама Мария настаивала на том, что здорова, заявляя: «Отправьте меня в тюрьму, там комфортнее». Решением Мосгорсуда 20 января 2003 года маньячка была отправлена на принудительное лечение. Потерпевшие настаивали: Петрову должно ждать наказание, а не лечение, тюрьма, а не больница. Но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда с этим не согласилась, и Мария отправилась в психбольницу. 2 побега, 2 спецбольницы. Первое время Мария конфликтовала с врачами и пациентами, отказывалась лечиться и даже пыталась сбежать. Девушку ловили, возвращали, заставляли принимать лекарства, но она оставалась весьма тяжелой пациенткой. В итоге, в связи с повышенной опасностью, ее в 2007 году решением врачебной комиссии перевели в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Спустя 6 лет врачебная комиссия признает, что агрессия ушла, и Петрову вернут в уже знакомую ей больницу. Летом 2018 года по ходатайству психиатров Марии смягчили условия принудительного лечения. В больнице ее навестил сотрудник МУРа, который вел ее дело, Дмитрий Миронов. Спустя 2 десятилетия после событий бывший следователь захотел создать видеопроект, в котором одной из героинь должна была быть Мария Петрова. Дмитрий отправился в психиатрическую клинику, где зюзинская маньячка провела последние 20 лет. Я согласовывал с ней костюмы, грим. Видно, что у нее глаза загорелись, ей даже захотелось жить дальше. Она у меня попросила привезти несколько учебников по английскому. До всего этого у нее были 2 попытки побега. Мне звонил главврач и говорил: она хочет тебя найти и голову отрезать. Однако следователь угрозы не испугался и утверждал, что очень хорошо пообщался с Марией. Дмитрий рассказывал, что бывшая зюзинская маньячка полна надежд на будущее, мечтает найти любимого человека и родить ребенка. Ну а пока, по состоянию на 2023 год, Петрова продолжает находиться на принудительном лечении в больнице, где содержат опасных убийц и насильников. На сегодняшний день ей 44 года. После Марии о женщинах-маньяках в России больше не слышали. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, можно ли было выпускать Петрову из клиники в первый раз после ее нападения на домашнего пса? Могли ли родители еще в детстве заметить те отклонения, которые привели к убийствам? Как вы считаете, может ли считаться виновным психически больной человек? Делитесь своими мыслями в комментариях.